Говорят, Камила Валиева фаворит Олимпиады 2022. Неужели фигуристки в 15 лет и правда круче всех? Валиева получила фигуральную золотую медаль Олимпиады где-то лет в 13. Удивительно пластичная и артистичная от природы, она соединила в своих программах уникальные компоненты, мягкую балетную хореографию и силовую прыжковую манеру. Со временем Камила освоила ультра-си и стала одной из самых техничных фигуристок мира, вдобавок ко второй оценке. Теперь ее претензии на Пекин 2022 стали еще более осязаемыми. Парадокс в том, что фавориткой этих игр она стала еще до четверных и тройного акселя. Все дело в возрасте, Камила входит в свой первый взрослый сезон 15-летний. Считается, что это лучшие годы для фигуристки, чтобы взять олимпийское золото и с чистой совестью уйти в телевизор, в ледовые шоу, в селебрити, в закат. Чаще всего Олимпиаду выигрывали в 19 лет. Утверждение о магии чисел в дате рождения не лишено смысла. В сложно координированных видах спорта с повышенной изнашиваемостью организма молодым и еще не вошедшим в пубертат и правда должно быть легче. Особенно сейчас, пока фигурное катание не дошло до уровня медицинского обеспечения футбола, хоккея и в особенности баскетбола. Восстановительные методики лучших медицинских штабов НБА близки к идеалу. Это позволяет при сравнимых с фигурным катанием нагрузках. И там много прыгают, из-за чего страдают спина, колени и голеностопы. Продлевать карьеры баскетболистов в среднем до 10-15 лет. Вопрос лишь в том, на чем мы основываемся, когда делаем выводы. Здесь следует сразу расставить точки над «и» и сказать, что тенденция господства 15-летних в женской фигурке пока не более чем миф. За всю историю у нас было 22 олимпийские чемпионки. Угадаете с первого раза, скольким из них было 15? 3. Норвежка Сони Хене, 1928 год. Американка Тара Липински, 1998. И наша Алина Загитова, 2018. Можно добавить Юлию Липницкую, 2014. Но это не совсем честно, ведь свое золото она завоевала в командном турнире, где конкуренция ниже за счет усеченного состава участников. Это лишь третий самый популярный возраст для олимпийских побед. Для сравнения, 5 олимпийским чемпионкам было 19, 4 – 20. Выборка небольшая. Евгений Плющенко в этой ситуации наверняка попросил бы лупу. Сравнения Валиевой и Загитовой не совсем точны. Дальше еще интереснее. Из 3 15-летних чемпионок лишь одна была дебютанткой взрослого сезона, Алина Загитова. И Соня Хене, и Тара Липински ехали на Олимпиаду действующими чемпионками мира, спасибо свистопляскам с возрастным цензом, но тем не менее. Они уже были опытными и какой-никакой вес у судей имели. Что было бы при других вводных? Вопрос открытый. Как видим, фактор 15 лет глобального влияния никогда не оказывал. А пример Загитовой вообще не должен учитываться в общей массе, потому что Алина пока одна такая, кто выиграл личное золото Олимпиады без мощной медийной артподготовки. Единственное, что роднит ее с Хене и Липински. Помимо возраста, естественно. У всех троих техника была мощнее, чем у ближайшей соперницы. Многие проводят параллели между Валиевой и Загитовой, а я бы сказала, что их истории почти ничего общего не имеют. И даже кейс Липински сюда не совсем подходит. Камила идет дорогой Хене. Звездный статус Валиевой создан давно и проверен не одним годом, совсем как у норвежки. Ее планомерно ведут к кульминации цикла, хотя олимпийский сезон еще даже не начался. Наконец, обеих отличает качественное скольжение и высокий уровень артистических способностей. Если с Липински и Загитовой скептики имели возможность зацепиться за пробелы во второй оценке, то с Валиевой этот номер не прокатит. На Кубке Первого канала, 2020 Валиева последний раз встречалась со своей главной соперницей Анной Щербаковой, ныне самой компонентной фигуристкой мира. Протоколы того турнира не публиковали, дескать, шоу и все такое, но в сети они все же оказались. Так вот, Валиева,
пусть и незначительно, но превзошла Щербакову во второй оценке и в короткой, и в произвольной программах, что чрезвычайная редкость, когда мы противопоставляем фигуристку-юниорку и действующего лидера взрослой сборной, не лишенного артистического таланта. Валиева не разрывает в технике. Раньше юниорки побеждали прыжками. Вместе с тем есть и различия, главное из которых – техника. Прыжковый арсенал Хени был передовым для своего времени, как и у Липински с Загитовой. Валиева же по суммарной базовой стоимости своих программ побеждает Щербакову с 2 четверными только в полной комплектации, с чистыми тройными акселями в короткой и произвольной программе. Разрыв микроскопический, порядка 1 балла в пользу Камилы. Что касается максимально возможной технической оценки, в этом случае Валиева добавляет четверной Сальхов, Щербакова – еще один четверной Луц или флип. И здесь разница возрастает до примерно 2,5 балла. Что тоже не гарантия успеха, потому как соединить Сальхов с 2 квадтулупами и трикселем без потери качества у Камилы пока не получается. А даже если получится, то подобный разрыв легко нивелируется за счет ГОЭ и мелких ошибок. На Олимпиаде 2018 Загитова обошла Евгению Медведеву по базовой стоимости программ на 5 с лишним баллов, что можно наверстать только компонентами или падениями. Здесь же достаточно одного неидеального приземления или срыва уровней на дорожках, вращениях. И это мы не говорим об Александре Трусовой, проектную мощность которой вряд ли превзойдут в обозримом будущем. Проблема лишь в том, что к концу этого сезона Валиева не уступала Щербаковой во второй оценке. Интересно посмотреть, как отразится на компонентах Анны победа на чемпионате мира, но сценарий, при котором Камила будет получать выше уже на первых международных стартах, не исключен. И в этом возраст ей точно не помощник, он почти всегда играет за другую команду. Каждый известный нам случай победы 15-летней фигуристки на Олимпиаде пока исключение, а не правило. Возникшая как следствие уникального набора слагаемых, от штучной физической одаренности до удачного стечения обстоятельств. Подходящий возраст выхода во взрослые в этом ряду не может считаться ключевой причиной успеха. Так было раньше, и вряд ли Пекин 2022 кардинально что-то поменяет. И путь Валиевой к первой в ее карьере Олимпиаде это подтверждает. Мало родиться в удачное время, нужно родиться уникальным. Решающий тест на уникальность запланирован на 17 февраля 2022 года. Ну а если так уж хочется магии цифр, вот вам вместо эпилога. Среднеарифметический идеальный возраст для победы на Олимпиаде в женской одиночке – 19,6. Округляйте в любую удобную сторону. За последние 5 Олимпиад – 18,2. А в Пекине ближе всего к этим значениям будут совсем другие фигуристки.